прям давит нормально. Вот Сашина машина. А вон Саня идет. Свалить хотел. Хотел бы свалить, свалил бы. Всем привет. Мы находимся в ателье Loud Sound у Тиграна. Он делает сейчас машину. Можно. Уникальные кадры. Тиграна работа. Машина когда приехала? Сегодня в 11, пол-11. Вот он за утро уже забросил усилки. Ну тут занимается проводка, да. Усилки уже лежат. Машина тоже интересная. С Москвы приехала. У нее доска для серфинга сверху приделана. И обзор у нас сегодня не про нее. Это как небольшой такой анонс. Здесь штатная голова, будет SQ. Какой? 6 или 5? SQ 6. А мачете это с нее? Да, это все сюда. САП мачете будет стоять. Номера вот такие интересные. У нас вообще сейчас все машины стоят во дворе с интересными номерами. Обзор у нас будет сегодня гольфа. Не то, что там вот этот чемпионский Европы, там Дима Бекренева. Тут гораздо все круче, да? Ну да. Тигран застеснялся. Вот с таким номером машина стоит. А он что, просто шумовибра без музыки, да? Тут просто шумовибра. Кстати, обратите внимание, в Камри заводская шумовиброизоляция. Ты ж ничего не снимал? Целлофан? А так не было, да, Ник? Или вот это? Но это нет. А что это? А вот шумка, смотри. Больше нет. Что это? Как она вообще тихая такая получается? Ну, она ж какая-то, она ж должна быть тише, чем там Mazda 3 какая-нибудь. Нет? Они одинаковые, что Mazda 6, что там. Так, и вот Гольф сейчас Тигран убирает хлам и будет меня снимать, потому что у меня других операторов нет, к сожалению. Почему, к сожалению? Тигран хороший оператор, да? А ты откуда знаешь? Почему ты говоришь, да? Что, учился в школе операторов? Надо про эту машину еще сказать спасибо хозяину. Он привез небольшой Магарыч, но не Тиграну и не мне. Сейчас мы вам покажем, кому он привез Магарыч и сам Магарыч. Очень интересно. Очередные гости из Москвы встретили, установили музыку и проводили. Не знаю, почему они в Москве не устанавливают. Говорят, негде. Подъебал сейчас некоторые ателье. Ну, это правда. Так ребята вот поездили там по разным ателье и вот в итоге приехали к нам. Надеюсь, наша работа им понравится. Мы вам сегодня про нее расскажем. Инсталляция ничего необычного, то есть это не громкая инсталляция, это такая обычная повседневка с некой претензией на SQ. Тут стоят SQ-шные компоненты по акустике, но усилитель у нас обычный магнитофон и сабвуфер, такое, какая-то золотая середина между громкостью и качеством. Вот давайте поподробнее сейчас расскажем про компоновку и покажем работу, что сделал Тигран. Надо вытащить сабвуфер, да? Давай, Тигран сейчас вытащит, а я поснимаю, а он расскажет, что он тут делал в этом автомобиле. Сабвуфер демонтируется очень просто, если надо. Если багажника мало, можно вот так выкинуть его прямо на дорогу. Сабвуфер у нас сразу с него начнем, раз уж его первым показали. Это SA12, легенда. Здесь у нас фальшпол. Два фальшпола. Под первым на газ-лифтах у нас оба пола стоят. Под первым у нас находятся усилки. И MD-Lab, подожди, расскажи про это кроссоверы. Это кроссоверы трехполосные MD-Lab SPA линейка. То есть реально топовое и самое лучшее звучание. Конечно, можно было это все поканально подключить, но человек не захотел. С усилителем почему-то выбрали каденс. Ну я объясню, нет, не почему-то. Вот это такая золотая середина, я сам с такими гонял, вот именно 175.4.2. Хорошие усилки для громкого звука, вообще идеальные. Для SQ, я не знаю,
может кого-то смутить, ну такое вот. Видимо, они взяли лишь только Нет, для того, это- что мощность снять, потому что 20-й мидбасы... Мощности в стоят нем здесь. до хрена, да. И все у нас через кроссовер подключено. В принципе, вот одного двухканальника на 3 полосы хватило. И очень хороший бюджет у этого усилителя. Если честно, не помню сейчас, сколько он уже стоит, но вот Недорого. если сейчас будете выбирать из мощных двухканальников, на самом деле это один из лучших вариантов. Ну, конечно, если система будет дальше развиваться в плане sound quality, конечно, усилитель лучше поставить там более именитый какой-нибудь. Сабвуфер у нас усиливается моноблоком M800D Machete. Провода у нас Чернов Аудио, Здесь стингер. Stinger. Ну, это они все привезли. Ну, Аккура- кроме Чернов. Вот все аккуратненько, змеиной кожи в стиле Тиграна. Второй фальшпол у нас закрывает запаску. И тут, в принципе, больше ничего нет. Провод на сабвуфер, вот он выходит. Терминалы Переделали. откручиваются. То есть очень быстро можно снять. Шумовиброизоляцию хозяин делал багажника сам. Мы ее демонтировали и наклеили заново. Фото, ну я думаю, ты приложишь, посмотрите. Также с потолком была сделана шумовиброизоляция, потому что сделали некачественно. Она в некоторых местах отклеилась. Я в подарок, конечно, взял. Мы обычно клеим М2 или не М2, М3 или М4 клеим, но я ему взял, заклеил в подарок Проф F 4. И теперь она, как резиновая, ну как бетонная. да, Вот где местами, я где везде смотрел, получается. задние двери тяжелее, чем в Бэхе у меня получились некоторые. Вот, детали. в принципе, таких сложностей никаких не было. Подиумы сделали, шумку сделали, фальшполы сделали, провели всю проводку. Верхнюю часть оставили от заводского пола, чтобы не выделялось. Ящик делал Артем. Да, про крышку багажника надо сказать отдельно, да? Человек решил себе поставить амортизаторы, торсионы, кто как их называет. Немножко не от этой машины. Они намного мощнее, чем старые, заводские. То есть это было сделано для чего? Чтобы подойти с пульта, нажать. Ну, грубо говоря, вот так. Чтобы не пачкаться. А закрывать, конечно, да. Либо вот так надо сильно, как он мне показывал, вот так. Не получается. Либо, конечно, да, надо запачкаться. Есть риск, что вам челюсть выбит этой дверью. Я ее первый раз, когда открыл, реально надо уворачиваться. Она так нормально вверх взлетает. Очень опасная дверь, можно получить по ебалу. В салоне у нас стоят MD-Lab мидбасы 20-сантиметровые. И еще 2 полосы сверху. В пищалке в уголках. И среднечастотники в подиумах, встроенных в передние стойки. Все делал Тигран, лепил. Ну, отдавал на перетяжку только. Цвет подиумов под пищалки был выбран черный, а подиумов под среднечастотники белый. Ну, чтобы сочетался с потолком. Это пожелание заказчика, чтобы было так. Это на самом деле компромисс, потому что, ну, чтобы сделать в цвет, если сделать и лобовые стойки черные, и уголки, получается, здесь будет переход с потолком не очень приятный. Потолок нужно черный. Ну, то есть, самое лучшее в плане эстетики, но самое дорогое геморное решение, это, конечно, сделать все черным. Здесь белое у нас было бы вообще хреново. Поэтому у нас вот получилось вот так. В принципе, неплохо, но если потом в дальнейшем захочет хозяин, можно будет поставить черный потолок и перетянуть просто стойки в черный цвет. По самой машине говорить, наверное, нечего. Это гольф. Консервативный минимализм с достаточным набором функций. Человек сам доустановил тут некоторые вещи. ESP поставил самостоятельно. Вот эти вот индикаторы климата здесь горят. Видите, это все было установлено дополнительно. И в принципе, вот что про гольф говорить, я не знаю, наверняка куча обзоров, куча тестов. И машина такая очень практичная, в меру быстрая, в меру комфортная, шумоизоляция неплохая. То есть это гольф. Головное устройство было установлено, новая модель 5800 Пионер. Мне он тоже не нравится, я вам честно скажу, несмотря на мою любовь. Хотя Дима говорит, не любовь к фирме Пионер. Я объясню это, почему.
Дима так говорит, он там в каком-то... А в обзоре BMW сказал, несмотря на твою нелюбовь к Пионеру. У меня нет нелюбви к Пионеру, просто я всегда выбирал между новым Пионером и старым Алпайном старые Алпайны. Потому что, ну, Алпайны, вот в те поколения, конечно, были лучше Алпайны. Они не поддерживают USB, это их основной минус. Почему в Бэху я выбрал Пионер? Потому что это единственное сейчас головное устройство такого уровня, которое может и четырехполоску разрулить очень качественно, и распаять панельку можно без проблем. И отлично она вписалась в дизайн BMW в салона. Плюс ее можно твикнуть, Леша, вот паяльник мне ее твикал, играет она очень приятно. Нелюбовь к новым устройствам у меня одинаковая, что к Алпайну, что к Пионеру. Я не стал бы здесь там кого-то лучше, кого-то хуже. У Пионера лучше, мне кажется, маркетинг, некоторые функции удобнее и быстрее работают. У Алпайнов выше цена, хотя есть головные устройства интересней. Именно это устройство мне нравится не очень. Почему? Я вам уже показывал 5700, и вот в 5800 это не сильно изменили. Вот эта вот графика, вы видите? Это 2016 год, я не перестаю удивляться, почему это делается вот в новых головных устройствах. Да простят меня сотрудники компании Пионер, но это правда. Вот. И мне очень приятно управлять. Однако у него очень хороший набор функций на борту для этой цены. У него есть поканалка, плюс он является мультимедийным устройством. Можно смотреть видео, подключить камеру заднего хода. Кстати, не подключена она тут. Можно подключить все что угодно к нему, есть видеовходы, есть видеовыходы и так далее. На самом деле вчера я его настраивал, вот, матерился много, долго выводил, Тиграну говорил, что мне не нравится, как оно звучит. Сейчас, в принципе, еще донастроили, послушали, звучит неплохо. Для этого уровня динамиков можно лучше, конечно, я еще раз повторю, вот, подогнать сюда можно получше головное устройство и получше двухканальник поставить, а звук кратно улучшится. Сейчас мне не очень он нравится, ну, как, если придираться. А так, в принципе, приятный звук и достаточно хорошая потенциальная громкость. Очень... Не знаю, думаю, даже микрофон, может, сейчас забило. Ну, достаточно громко играет аудиосистема для SQ-шной. И приятно. Но, повторюсь, к улучшениям я бы порекомендовал магнитолу и двухканальник. Так, из функций устройства здесь есть вот эти все новые фишки, апрадио. Не игрался я с ним очень подробно, не знаю, чем он от 5700 отличается прям там досконально. Наверняка разные улучшения есть. Самое, которое бросается в глаза, вот посмотрите, они нас услышали и они добавили реальное выключение питания по самого головного устройства без выключения АЦЦ. Вот, мы можем выключить магнитофон полностью, он тухнет, и я так понимаю, что... Это прогресс, слава богу. Да, выключать научились. Именно Пионер, по-моему, другие устройства тоже с этим не дружат. Я не помню, кто-то нам писал, что как-то это выключается, там можно что-то удержать, но обычно это было вот этот вот off, и вот он горит off, а экран горит, и ну, какой-то странный off. Он, по-моему, даже ремонт не отрубает, да, при этом. Ремонт работает, поэтому сейчас мы можем выключить магнитофон, и это круто. Вот, по остальным, по настройкам, по крайней мере, там, которые вот на поверхности, ничего у нас не поменялось. Я, честно говоря, вот удивился, я сейчас с ним поигрался, тут нету полноценного кроссовера. Это очень странно для меня, то есть 57 2.0 у него был, а 58 2.0 тут вот мы можем резать до 200 Гц. И все. И у меня здесь большой вопрос, в чем же улучшение магнитолы, наверняка на него есть ответ. Блин, я прошу прощения, только что информация новая поступила, дозвонился представителю Пионер. Не мог дозвониться, просто вот делали обзор. Есть тут поканалка, ну, полноценный кроссовер, поэтому обвинения с магнитофона сняты. Надо сделать сброс настроек. Я не буду этого делать, потому что настройки заново придется все производить. И тогда при включении он предложит поканальный режим или не поканальный. Поэтому это следующий магнитофон после 57 2.0. Из изменений он поддерживает флаг формат. Можно подключить два телефона одновременно или одновременно. И, по-моему, и так правильно, да? Еще какие-то изменения есть. Я думаю, у нас более подробный обзор этого магнитофона будет чуть позже. А пока вот не буду вырезать, скажу как есть. Ну, это первое знакомство было с магнитофоном. И вот чисто интуитивно я этого сразу не увидел. Ну, сказали, что если сделать сброс настроек, все есть. Поэтому прошу прощения за дезинформацию. Есть тут поканалка.
Выводы по аудиосистеме. Аудиосистема получилась уровня выше среднего, SQ-шная. Я бы на этой аудиосистеме даже съездил на соревнования, посмотрел бы, какие оценки, какие баллы поставят, доработал бы то, что мешает. И, в принципе, вот то, что вы видите, это такой вот проект стартового уровня для участия в соревновании. Можно начать на нем соревноваться и там впоследствии заменить головное устройство, если это потребуется, усилитель и привести эту систему к такому уже профессиональному уровню по звучанию. По самой инсталляции, ну, то, что я увидел, сделано добротно, качественно. Эксплуатации повседневной автомобиля здесь ничего не мешает. Сеток у нас нет в дверях, но это вот хозяин не привез. По идее, они у него, я так понял, есть. Или, ну, другие какие-то поставят, если от этих динамиков нет, это не проблема. И по эксплуатации багажника вы видели, сабвуфер можно достать, если нужно что-то большое возить. И эксплуатации полноценного автомобиля ничего здесь не мешает. В данный момент владелец автомобиля летит на самолете сюда, в Ростов, из Москвы. Он через час-полтора будет здесь. Я надеюсь, инсталляция ему понравится. И он будет наслаждаться этим автомобилем каждый день в повседневе, потому что у нас очень многие проекты, очень многие владельцы проектов уже забывают, для чего изначально это все нужно, откуда это все пошло. Вы должны просто ехать, получать удовольствие, либо встоять в пробке, там наслаждаться каким-то звучанием, либо смотреть телевизор. То есть это повседневная эксплуатация аудиосистемы, это самое главное. Для этого она должна хорошо звучать, быть стабильной и долговечной. Я знаю, что обзоры инсталляций громких, они интереснее, зрелищней, но такие автомобили у нас тоже очень много людей смотрят, очень много людей вот слушают именно такой автозвук, как без фанатизма, без напихивания кучу динамиков в двери. И ну, отсюда все и пошло. Громкий автозвук, он появился позже. Изначально автозвук выглядел именно так. У нас были только такие инсталляции. Вот я о такой инсталляции мог только мечтать, когда я начинал заниматься автозвуком. Вот эти подиумы перетянутые, трехполоска, и вот этот фальшпол, это, конечно, был космос. Сейчас уже это, в принципе, для многих выглядит обычно, но на самом деле очень много и времени, и сил уходит, чтобы аудиосистему такую сделать, вывести в нормальный режим работы, настроить и потом обслуживать, да, если что-то случилось. Хорошее увлечение, надеюсь, даже если вы не в теме, что вы заразитесь этим и в хорошем смысле слова будете увлекаться автозвуком, услышите более качественное звучание, чем дают вам штатные аудиосистемы. Чтобы увидеть больше таких аудиосистем, подписывайтесь на нас, комментируйте, обязательно пишите, что понравилось, что не понравилось, чтобы мы тоже улучшали и качество обзоров, и качество инсталляции. Без обратной связи мы это делать не можем, поэтому я благодарен тем, кто конструктивные комментарии пишет, не троллям, а вот именно людям, которые обращают внимание на косяки, предлагают, как их изменить. Все, всем пока, спасибо, что нас смотрите, подписывайтесь, если еще не подписаны. У нас очень интересно и разнообразный канал, и про автомобили, и про автозвук, и даже иногда про домашних животных. Кстати, про домашнее животное мы упустили один момент. Я вам так и не показал, какой Магарыч привез владелец Камри из Белой Калитвы. Сейчас вам покажу. Короче, вот кошка. Обзор часто просят на кошку. Смотрите, вот обзор на кошку. 4 лапы, 2 уха, 2 глаза. Вот есть голова, короче. Есть несколько котят вот здесь. Хвост. Ну все, короче, как надо. Давай показывай, что нам привез владелец Камри. Что тебе привезли? Что тебе привезли, Джейси? На, Джейси. Это тебе. Кушай наш. А сколько тут килограмм, а? Тут на всю жизнь, наверное, или нет? 10. 10? Короче, да простят меня мои бывшие коллеги, я просто работал в компании, которая занимается производством кормов для домашних животных. Ну, я там работал в шоколаде. Они и шоколад, да, делают, и корма для домашних животных. Я в отделении, где сникерсы, работал. Вот бывшие коллеги, простите меня, я вот такую маленькую рекламу сделал. Тебе нравится? Короче, спасибо большое. Сделай очень хорошую шумку, Тигран. Чтобы вообще даже человек, когда сигналит, не услышал. Все, всем пока, это Loud Sound. Подписывайтесь, лайкайте, все, там знаете, что делать. Оп, занизилась. I'm the next best to reach a peak formerly
known as the best kept secret. I guess that I just leaked it. I sit and meditate, write 7 to 11 pages. My syllables are clinical, spit digital vision. Тигран, короче, вообще даже пока ест, работает. А я на диете. А его за сколько? Мне такое нельзя. Ага. Не надо мне скидывать. Ну, иногда пускай мне можно. звонит сам.